Это случилось в одну теплую летнюю ночь. Где-то под Харьковом, в тихом дворе, где жило больше сотни голубей. На утро никто из них уже не подал голоса. И никто, даже сегодня, не знает, кто вырезал их всех за одну ночь. Николай Степанович был из старой гвардии. Человек, который не просто держал голубей, он жил ими. Он знал каждую птицу по голосу, по глазу, по походке. В его голубятне больше 100 голов. Породы отборные. Боевые, турманы, кировские, сизые гонные. Все чисто, по уму. 3 отсека, вентиляция, поилка с подогревом. Для него это было не просто хобби, это было дело жизни. Он всегда говорил: голубь — это душа. Если предашь его, он к тебе не вернется. Было лето, начало июля. Тот самый вечер ничем не отличался от сотен других. Николай, как обычно, дал вечерний корм. Открыл окна на проветривание, проверил замки. Все на месте. Собака во дворе, старый кобель Рекс, вела себя спокойно. Камеры были. Но уже неделю, как отключился блок питания. Не доходили руки починить. В 22 часа 30 минут он лег спать. В комнате было душно. За окном тишина. А в это время кто-то или что-то уже приближалось к голубятне. Проснулся он в 5 часов 20 минут утра. Без причины. Просто. Стало слишком тихо. Обычно утром голуби гуликают, шелестят пером. Но тут тишина. Будто кто-то выключил весь звук. Он вышел во двор. Рекс жался к будке. Не тявкал, не скулил, просто дрожал. Николай подошел к голубятне. Замок цел. Окно закрыто. Он вставил ключ. И открыл дверь. Первое, что ударило — запах. Сырая кровь. На полу десятки тел. Некоторые сложены в угол. Другие будто выброшены. У некоторых перерезаны горло. У других откушены головы. Тишина. Не было ни одной живой птицы. Все 100 с лишним, мертвы. Он вышел как во сне. Уселся на ступеньки. Просто сидел. Потом позвал соседа. Потом приехали еще 2 голубятников. Потом ветеринар. Все говорили одно и то же. Такого мы не видели никогда. На замке ни следа взлома. Внутри ни одной камеры. Пол усыпан перьями. А вот следов лап, когтей, отпечатков нет. Собака не лаяла. Камеры на соседнем доме тоже ничего не засняли. Ветеринар сказал: возможно, ласка или хорек, но они бы столько не убивали и не ушли бы без следов. Тогда начали думать о людях. Может, зависть? Может, свраг? Но зачем убивать всех? И так жестоко. Николай вспомнил, как однажды кто-то стучал в ворота ночью и исчез. Тогда не придал значения. В селе начали говорить. Кто-то шепнул: там за полем, в заброшенном лагере раньше были какие-то опыты. Может, сбежало что-то? Другой сказал: а ты слышал, как у Олега в прошлом году хорь убил десяток? Только там следы были. А тут мне ничего. Бабушка на углу шептала: это нечистое. Так только нечистое режет. С любовью, с холодом. Некоторые начали верить, что это был человек. Но даже полиция, приехав осмотреть место, только развела руками. Ни улик, ни входа, ни следов, как будто оно пришло сквозь воздух. Прошло 2 месяца. Николай Степанович держался, но голубей не забывал. И вот однажды не выдержал. Купил пяток новых, сизых. Вычистил голубятню. Установил камеры, снаружи, внутри, даже на крыше. Если вернется, я это увижу. Он не спал полночи, а на рассвете просмотрел записи. И вот, на 6-ю ночь, в 3 часа 46 минут, камера улавливает движение. На видео тень, плавно скользящая по крыше. Потом резкий скачок, и внутрь пролезает небольшое гибкое существо. Длинное тело, мех с проседью, острые уши. В лапах по 5 пальцев, как у человека. Оно двигается молниеносно.
точно знает, где спят птицы. Бьет быстро и без шума. Ни одна птица даже не вскрикнула. Николай остановил кадр. Сделал скриншот. Отнес в районную егерню. Егерь, посмотрев, сказал сразу: «Это кунья-соболь, но не наш, не местный. Судя по повадкам, это харза. Очень редкий зверь. Обитает только в глухой сибирской тайге. Ночью охотится на птиц, ест мозг и грудку. И никогда не оставляет следов. Харза – хищник, который двигается как тень. Когти острые, как лезвие. Разум хитрый, почти как у собаки. Ученые знают о ней мало, а простые люди и вовсе не слышали. В село она, возможно, попала случайно, с вагоном лесозаготовки, или ушла от пожара в тайге. Николай теперь знает, кто это был. И каждый вечер перед кормежкой он бросает одну фразу: «Если ты еще где-то рядом, заходи, только поодиночке не бери». И ставит в дальнем углу кормушку с мясом. Просто на всякий случай.